Добрый день, добрый вечер. Сегодня понедельник, 20 часов в Москве, 19 в Киеве, 19 в Израиле, 19, так я понимаю, в Сирии. И я начинаю этот наш вполне неожиданный для нас, для всех эфир, который, конечно же, будет посвящен не просто ключевым событиям недели, а тем событиям, которые происходят вот ровно сейчас, в эти дни, когда в Сирии был свергнут диктаторский режим Асада, клана, который правил Сирией 50 лет, правил самым жестким образом, с дикими репрессиями. Я как раз тут сегодня читала, что из тюрьмы Седная, такая страшная тюрьма под Дамаском, после 43 лет заключения освобожден бывший летчик сирийских ВВС Рахид Аль-Татари. В 1980 году, еще в правлении Хафиза Асада, он отказался бомбить город Хама в ходе подавления вспыхнувших там протестов. Это вот сообщали, значит, местные новости. 43 года мужик просидел в этой страшной тюрьме. Для нас, конечно, самое интересное и самое важное в этой истории – это то, что претензии Путина на роль одного из лидеров глобального мира и России как глобальной державы просто рухнули в 11 дней. И рухнули усилиями то, что называется non-state actors. То есть это не какие-то государства вмешались, а это повстанческая армия, которая называется Хаят Тахрир Аш-Шам. Это в переводе это организация за освобождение Леванта под предводительством 42-летнего лидера Аль-Дждолани. Значит, за 11 дней свергла режим Асада. При том, что, конечно, самое важное в этой истории, то есть второе самое важное в этой истории, это то, что армия Асада, которую тренировали российские военные, которые вооружали российские военные прежде всего, она побросала оружие и, как только было возможно, тут же сдала своего диктатора. И так всегда бывает. Вот об этом мы еще раз вам говорю, мы вам собрали прекрасный эфир экономический, собирались поговорить о том, что происходит с российским рублем и почему он стал так безбожно, значит, падать по отношению к евро и к доллару. Но, как вы понимаете, такие события происходят не каждый день. Одна из, конечно, из очень интересных вещей – это то, с какой скоростью обвалился режим Асада. Не только потому, что он как бы держался, режим сначала его отца Хафида Асада, который превратил соседний Ливан вот в ту разруху, которую мы видим сейчас, но и потом Башара Асада, сына, который пришел ему на смену. А его младший брат Махер возглавлял какой-то совершенно страшный четвертый дивизион, который занимался, значит, пытками и расстрелами. Так вот, у режима Асада, как вы помните, 13, если мне память не изменяет, лет назад в Сирии началась гражданская война, чему триггером стала арабская весна. И Асад практически проигрывал эту войну. Отнюдь не самым замечательным ребятам, но об этом мы чуть позже поговорим. Но и проиграл бы, если бы ему на помощь не пришел прежде всего Путин, который построил две базы и таким образом получил доступ к Средиземному морю, к контролю над Средиземным морем, второй вариант контроля из Крыма, и который прежде всего просто спас режим Асада своими самолетами, которые были в небе, своими советниками, которые были на земле, и оружием, в том числе новейшим российским оружием, которое испытывалось перед украинской войной. Это такая была репетиция для Путина украинской войны, которую, значит, он дал армии, сирийской армии.
И сирийскую армию российские советники, значит, не только вооружали, но и тренировали. Второй помощник Асада и вторая, так сказать, нога его режима, это был режим Хамейни в Иране. Клан Асада – это алевиты. Алевиты – это секта шиитского ислама. Я небольшой специалист в исламе, поэтому не буду даже делать вид, что могу. Но что я знаю, что сунниты, а большинство мусульман в России это сунниты, и шииты – это страшные враги. И они друг друга режут только так. И ИГИЛ резал с огромным удовольствием, значит, шиитов в Ираке. А левиты – это вот как бы секта внутри шиитского ислама. И это одна из причин, почему Ирак поддерживал режим Асада. Но, ко всему прочему, если вы посмотрите карту, то вы увидите, что дорога из Тегерана в Ливан, где прокси Ирана Хезболла, проходит ровно через Сирию. И снабжение, и армии Хезболлы ракетами и всем остальным шло ровно через Сирию. Поэтому это еще такой очень важный был элемент для Ирана. У России была еще одна своя отдельная история, о которой я отдельно чуть позже расскажу. Теперь, и вот 13 лет все это держалось на диких репрессиях, причем то, что сейчас пишут и Аль-Джазира, и другие арабские СМИ, и англоязычные СМИ о том, что делали с людьми в этой Саднее, как, когда открыли двери этих тюрем, оттуда стали выбегать дети, значит, женщин там насиловали, они рожали от этих своих, значит, пытальщиков. В общем, это какой-то собачий ужас. Вчера я смотрела интервью с одним из бывших заключенных, которого, вот вам показывают сейчас кадры как раз из этой тюрьмы, который рассказывал о том, как один охранник его попросил прочитать сказку малышу, который был там в камере 40 метров от него. А значит, в этой камере была женщина, испуганная да нельзя, и ее 4-летний малыш. И он начал ему читать, этот зэк, политзэк, начал читать малышу сказку, и, значит, сказку про птичку. А малыш его спрашивает, а кто такая птичка? Он никогда не видел птички. Потом он начал ему там, он упоминает дерево, а малыш спрашивает, а что такое дерево? А потом, а что такое солнце? А что такое небо? И этот мужик, который провел пару десятилетий в тюрьме Асада, заплакал и попросил, чтобы его выпустили оттуда. Вот представляете, это же какие надо вурдалаками быть, чтобы так издеваться над людьми. Ну, впрочем, у меня просто, когда я слышу о детях, об издевательствах над детьми, у меня просто в глазах темнеет. Так вот, и вот, несмотря на всех этих замечательных помощников, которые, конечно же, сильно ослабели, стало понятно, что Путин не способен вести войну на два фронта. Еще в 22 году, летом 22 года он начал выводить соединения и даже какое-то оружие с базы в Сирии. И просто стало совершенно очевидно, что Путин с трудом вытягивает вот эту войну на измождение в Украине, пытается взять там еще какой-то населенный пункт, еще какой-то населенный пункт. А, к слову, по-моему, за весь этот год он взял 4 квадратных километра, что-то в этом роде. Так вот, Путин не имел ни вояк, ни оружия, чтобы спасать Асада. А Иран, чья прокси Хезболла выступала на стороне Асада и поддерживала режим Асада, тоже была в большой степени потреплена, эта террористическая организация была очень сильно потреплена Израилем. Израиль уничтожил все руководство, высшее руководство Хезболлы,
и 4000 бойцов, и очень много складов с вооружениями. Короче, и Хизбалла не смогла прийти на помощь Асаду. И оказалось, что все остальное, что было в руках Асада, это рухнуло как карточный домик. На самом деле для авторитарных режимов в этом нет ничего исключительного. На самом деле именно так авторитарные режимы и падают. Для этого есть один совершенно замечательный, то есть примеров очень много, я вам приведу просто близкий нам пример. Это так называемый Red Sunset, красный закат, когда в 89-91 году обрушилась коммунистическая империя. Сначала страны-сателлиты, потом ближние колонии, а потом и сама империя, Советский Союз. И вот тогда ведь тоже никто из ученых, а сейчас очень много пишут о том, что вот никто ничего не предсказал, никто не ожидал. Вот ровно так это и бывает. Так вот, «Красный закат» тоже никто не предсказал. Вышла, если мне память не изменяет, где-то в 1986 году книга Маршала Голдмана «USSR in Crisis», «Советский Союз в кризисе», и вот тогда просто заплевали, забодали, что это у него какие-то иллюзии, что он слишком правый, и поэтому он так относится к Советскому Союзу. Он был абсолютно прав, конечно. Советский Союз уже тогда был в тяжелейшем экономическом кризисе, но Голдману не поверили. И вторая была статья Стивена Коэна, очень известного историка из Нью-Йоркского университета, который на самом деле, он такой очень левый был историк, всю жизнь писал о Бухарине. И вернувшись из Советского Союза, он очень много приходил к нам в «Московские новости», потому что он встречался с тогда еще живой женой Бухарина, она была девочкой, когда вышла за него замуж. И он вернулся из Советского Союза, написал статью о том, что похоже, что Советский Союз заканчивается. Ему тоже эту статью никто не заметил. Все остальные крупнейшие специалисты по политической науке, по Советскому Союзу, по тоталитарным режимам, никто совершенно не ожидал того, что произойдет в следующие 3 года, когда будет обрушаться коммунистическая империя. На самом деле, вот помню, есть еще один просто такой хрестоматийный пример. Это режим Хонекера в Германской Демократической Республике, в Восточной Германии коммунистической. И так вот, перед крушением режима Хонекера за неделю рейтинг популярности Хонекера был 70%. Это, к слову, о всех этих рейтингах популярности, в том числе и Путина, и всех остальных диктаторов подобного рода. И режим Чаушеску точно так же в Румынии, тоже, значит, великий вождь, и закончился просто в несколько дней протестов, когда, собственно, на гребне протеста к власти пришли представители секуритаты, политической полиции Румынии. Ну а Чаушеску повесили. Почему это происходит в такого ряда режимов? Потому что это, как бы, вот знаете, это режимы, в которых все каналы информации совершенно закупорены. Одним из важнейших мерителей температуры внутри общества и вообще понимания о том, что происходит внутри, являются свободные выборы. Потому что свободные конкурентные выборы. Потому что когда людям разные политические акторы предлагают различные корзинки политических товаров, то что выбирают люди, показывают, от чего они отталкиваются, что они не хотят или не могут больше терпеть. Таких выборов, как мы с вами хорошо знаем, в России нет, ну, как минимум с 2004 года, если не с 2000. Второй канал информации о том, что происходит, это, конечно, свободная пресса, которая пишет о том недовольстве, о тех протестах, о тех процессах, которые идут непосредственно на земле. В путинской России, ее, как, естественно, и в Сирии Асада, свободная пресса уничтожена на корню. Поэтому и этого источника информации нет. Третий источник информации – это социологические опросы, очень
ненадежный, как стало в последнее время ясно, источник информации, но в авторитарных режимах вроде Путина или Асада никакой социологии вообще нету, она совершенно бессмысленна, потому что социология меряет страхи людей, не то, что они на самом деле думают о людях, которые правят ими в Москве или, значит, в Дамаске или в Тегеране. Поэтому вся теория политических режимов, а я читаю как раз лекции по авторитарным режимам, она как раз и говорит о том, что авторитарные режимы, во-первых, не надо их путать с тоталитарными, которые их было немного в истории, Советский Союз, нацистская Германия, вообще вот этот коммунистический блок, и на сегодня осталось в той или иной степени, можно говорить, о тоталитарном режиме в Китае, и режим Кимов в Северной Корее, хотя это уже такая, скорее, абсолютистская монархия. Так вот, тоталитарные режимы основаны на институализированной партии. Это вот тот фундамент, который в тоталитарных обществах заменяет гражданское общество, которое существует в демократиях, и которое худо-бедно удерживает вот эту одну ногу, значит, власти, которая и исполнительная, и законодательная, но делает вид, что она законодательная, никаких понятных судов нет и так далее. Сейчас в абсолютном большинстве это авторитарные режимы, в которых на самом деле никакой идеологии нету. Мы спорим, многие, значит, спорят на эту тему. Есть путинская, кто-то говорит, что путинизм – это идеология. Мне кажется, что это все высосано из пальца, что никакой идеологии за Путиным нет. Есть у них в глазах есть американский доллар, который является главным двигателем российской элиты, и коррупция, как, так сказать, проявление этой самой, так сказать, идеологии. И у Путина эта вот идея после 24 лет правления, идея восстановления Российской империи, не Советского Союза, а именно Российской империи, и чтобы, значит, нас уважали. И вот тут очень интересно вспомнить о том, а как, собственно, Россия вообще влезла в эту далекую Сирию. Ну, конечно, Сирия, там и Асад, отец Асада, был всегда в сфере интересов Советского Союза, была одна из тех стран, кого Советский Союз снабжал и оружием, но при этом и поддерживал сирийских коммунистов и так далее. Но самое главное на самом деле не в этом. Вы знаете, я ведь помню Башара Асада, когда он же выучился на офтальмолога и приезжал в институт микрохирургии глаза к доктору Святославу Николаевичу Федорову учиться тоже, обучаться практике. И я помню его в этом институте, мы когда-то с Федоровым написали небольшую книжку, которая называлась что-то «Глаза в глаза», как-то так. Ну, чисто такая денежная была история, хотя и очень любопытная. Так вот, и Асад женился на сирийке лондонского, которая родилась в Лондоне, которая работала, по-моему, в JP Моргане в банке. И в этом смысле, когда на смену отцу пришел сын средний, Асад старший готовил старшего сына, но он погиб в автомобильной катастрофе. Были надежды на какую-то либерализацию режима сирийского. И это вот классическая, опять же, ошибка. То же самое было, когда дети Каддафи учились в London School of Economics в Лондоне, и тоже вот были надежды у госсекретаря Кондолизы Райс, что значит, эти дети вернутся в Ливию и свернут с этого идиотизма, который назывался ливийская джамахирия их отца. Как мы помним, они закончили точно так же, как и все остальные, и если бы они пережили отца, то никакого другого режима в Ливии бы тоже не было. Потому что дело ведь не в лидерах и не в именах,
дело в институтах. Это, к слову, ну это уж так, апропо, одна из главных ошибок, которая была совершена реформаторами российскими, это именно то, что они думали, что поменяв там одного президента, который им казался советским, на другого, который, значит, казался демократическим, что вот сейчас это и есть основа демократии. Все остальное они делают. При этом главные институциональные реформы они так и не сумели провести. И, собственно, совершенно неудивительно, что с приходом к власти ГБшника и всего института КГБ Россия вернулась туда, куда она вернулась сейчас. В этом смысле никакого удивления нет. Это просто еще раз вот история с Асадом-младшим в Сирии еще раз просто показывает, что от смены лиц режимы не меняются. Режимы меняются, когда меняются институты. Вот. Теперь, так вот, зачем Путин влез в Сирию? Ну, казалось бы, ну где Россия, где Сирия? А я вам напомню, что Барак Обама в бытность своем президентом Соединенных Штатов второго срока написал или произнес в одной из речей, он сказал, что Россия – это региональная держава. Для Путина это все равно, что красная тряпка для быка. Региональная держава, его не так волнует Россия, как его волнует, что он лидер какой-то региональной державы. А он, как мир, или, во всяком случае, Европа, имел удовольствие убедиться еще в 2007 году, после того, как он произнес свою знаменитую Мюнхенскую речь, он был совершенно одержим идеей, что он лидер глобальной державы. Кстати, одна из причин, почему Путин, все разговоры о вступлении России в НАТО, а помните, о каком-то шло разговор об ассоциированном членстве и так далее, и Путин говорит, вот мы же предлагали, он сейчас продолжает говорить, мы же предлагали войти в НАТО. Так вот он не вошел в НАТО, потому что ему было предложено войти в НАТО на равных условиях со всеми остальными посткоммунистическими странами. А он хотел быть первым среди равных. Он хотел иметь то же положение в НАТО, как Соединенные Штаты, Великобритания там, и Франция, и Германия. И поэтому-то, собственно, этого не случилось, ни почему другому. Путин совершенно одержим своей идеей своего собственного величия. Ему действительно, он мужик умный, ему многое удается, как часто дьявольским режимам многое удается, потому что им совершенно плевать на жертвы. И как буквально вчера американские источники заявили, что Россия уже потеряла за 2,5 года войны 700 тысяч убитыми и ранеными. 700 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными. Россия потеряла за 2,5 года войны. И фантастические совершенно 200 миллиардов долларов истрачено уже на эту войну. На войну, а не на то, чтобы в России сделать нормальным здравоохранение или построить инфраструктуру или что-то еще. Так вот, и когда Обама сказал, что Россия это только региональная держава, тут значит, засвербило во всех местах господина Путина. И тогда-то он и решил поддержать режим Асада. И построил, значит, получил 2 базы в Сирии. И тогда же мгновенно американские СМИ, многие аналитики стали писать, что Путин стал одним из важнейших игроков на Ближнем Востоке. А поскольку Ближний Восток – это такая взрывоопасная точка мира, как и Балканы были в 20 веке, то поэтому это все восприняли вполне серьезно. И это ровно то, что Путину Владимиру Владимировичу, этому измученному различными комплексами человеку, профессиональными, мужскими, всеми остальными комплексами, измученному диктатору, как часто бывает с диктаторами,
Вот ровно это ему надо было, чтобы его признали игроком на мировой сцене. Ну и потом уже Путин использовал Сирию как плацдарм для испытания российского оружия, как отработки действий российской армии. Практически все генералы, которые воюют в Украине эти 2,5 года, прошли через сирийскую войну, через сирийский фронт. Так что это был еще такой для него замечательный полигон. За время режима Асада, вот разные данные, Financial Times называет 300 тысяч человек погибло, значит, Нью-Йорк Таймс дает цифру 400 тысяч человек погибло. Ну, в общем, колоссальное количество сирийцев было убито, миллионы и миллионы находятся в изгнании. Ну и плюс ко всему, конечно, осады разрушили еще совершенно такой рай на земле называли Ливан. Совершенно разрушили Ливан. Теперь, так вот, завершая эту тему, для Путина самое важное было в его поддержке Асада, ему, конечно, совершенно плевать и на Асада, и на сирийцев, и, как вы видите, в Москве и в Питере мгновенно и на здании посольства, и на здании консульства поменяли флаги Сирии Асада на флаг повстанцев. Флаг Сирии Асада был с 2 зелеными звездами, а повстанцев 3 звезды. Но признание его в качестве игрока на мировой политической сцене, это для Путина было совершенно принципиально. Но 2,5 года войны, потери в 700 тысяч убитыми и ранеными, так называемые безвозвратные потери, 200 миллиардов долларов, и вы видите, что творится с российским рублем. Понятно же, что печатание денег идет особыми темпами, потеря рынков для важнейших рынков сбыта для России и так далее, так далее. Короче, Путин, конечно, оказался в крайне тяжелом положении. И несмотря на весь тот блеф, который демонстрирует и Путин, и его окружение, о том, как Россия бесконечно побеждает, на самом деле Путину как воздух необходимо перемирие. И, собственно, об этом уже речь идет как минимум год. И все время так или иначе всякие посыльные Путина приезжают в Соединенные Штаты Америки, на Запад, и говорят, вот-вот-вот, надо срочно его остановить, потому что если его сейчас не удержать, он же сумасшедший, он устроит еще черт знает что. И сегодняшняя ситуация в Сирии показала, что никаких запасных ресурсов у Путина нет, как и у Ирана, что приятно. Теперь, и, наконец, кто пришел к власти в Сирии? Ну, во всяком случае, кто сейчас захватил все основные города Сирии за 11 дней: Алеппо, Хама, Холмс и, наконец, Дамаск. Как я уже сказала, это, так сказать, во главе повстанцев. Понятно, что там джихадисты самого разного толка, но прежде всего во главе повстанцев стоит организация Хаят Тахрир Амшам. Это, значит, организация за освобождение Ливана. Ее лидер Аль-Джалани, ему 42 года. По рождению он саудит, он родился в Саудовской Аравии, но родители его были сирийцами в изгнании, которые жили в Саудовской Аравии. И когда мальчик подрос, и началась война Соединенных Штатов Америки в Ираке, он пошел воевать, он вступил в Аль-Каиду и пошел воевать против американцев. За голову Джалани американцы обещали 10 миллионов долларов, извините, 10 миллионов долларов. Сейчас Джалани, вот я слушала его и интервью, которое он дал CNN, и его выступление в Дамаске. Он говорит о том, что, значит, с Аль-Каидой у них все разорвано,
И действительно, они расплевались, значит, с каким-то очередным крылом Аль-Каиды, что они выставили оцепление у всех христианских миссий, в Сирии вырезали христиан, а там древние вот эти христиане, в том числе копты и так далее, древние христиане, 3-4 век. А, Они выставили вроде бы ограждение и не позволят грабить и убивать христиан и у католических миссий, и у православных миссий, у протестантских миссий. В общем, все христиане, как он сказал, будут под защитой. Они также выставили вроде бы ограждение у дворца, хотя мы уже видели, вот я сейчас попрошу нашего звукорежиссера показать кадры, потому что, конечно же, тут же стали грабить, значит, дворец Асада, тут же из него стали выносить все, что только было возможно выносить, и разграбили и посольство Ирана в Дамаске. И, ну, к сожалению, это мы с вами помним по Ираку, когда что творилось, как грабили, в том числе святыни, совершенно культурные святыни Ирака, когда, значит, свергли Хусейна, и в Иране не оказалось, в Багдаде не было никакой власти. Сейчас у власти в Сирии, во всяком случае де юре, остается премьер-министр, который сделал заявление по сирийским телеканалам, сирийское телевидение тоже в руках, конечно же, повстанцев, что он готов мирно передать власть, что пока он будет осуществлять свои полномочия для того, чтобы хоть как-то существовало государство, но то, что я смотрю по различным международным каналам, и то, что читаю, конечно, никакого государства там нету, никакой толком полиции нету. В аэропорту, международном аэропорту в Дамаске никто ничего не проверяет, и все это существует непонятным образом. Так, как это и, к сожалению, происходит в такого рода революциях. Революции, ничего хорошего в них нет. Это всегда кровь, это всегда смерть, и это всегда охолос, власть толпы. Вот эта страшная власть толпы, которая не разбирает, значит, не делит на хороших и плохих. Все, кто не с нами, все против нас. И это Россия пережила и в революцию, прежде всего в революцию 1917 года, тот кошмар, который творился по всей стране, когда гимназисток сажали на кол, и грабили все, что можно было унести. То же самое мы с вами наблюдали в Ираке при падении режима Хусейна, в Ливии продолжается уже несколько лет. И боюсь, что в Сирии это тоже не избежать. Полагать, что на смену тирании Асада придет демократия, трудно. На самом деле совершенно невозможно. Да, у разных игроков глобального мира есть свои интересы в Сирии. Вы слышали, наверное, что Израиль ввел свои войска в буферную зону около Голландских высот. Там буферная зона, есть точка, где вообще сходятся 3 границы, в том числе там Сирия. И многие страны мира по-прежнему считают, что Голланы это часть Сирии. Вот. Хотя люди, которые там живут, никогда оттуда не уйдут. Только вперед ногами. Я много там была, очень много писала оттуда и разговаривала с людьми там. Есть, конечно же, интерес у Ирана, но, как мы с вами понимаем, Иран ничего не смог сделать, и, очевидно, он будет пытаться как-то провоцировать секторальный конфликт между суннитами и шиитами, но, тем не менее, интересы Ирана там сохраняются. И Соединенные Штаты Америки отбомбились, я не помню уже, сколько было там, 100 с чем-то вылетов, может быть, 160, но я точно не помню. Вчера об этом сообщил президент Байден в своем заявлении. Отбомбились по ИГИЛу, по остаткам ИГИЛа.
Значит, вот эта самая Хайет Тахрир Аш-Шам враждует сейчас с ИГИЛом, но, конечно же, когда государство как институт перестает существовать, и институты государства, в том числе институты насилия, перестают существовать, то такие отморозки, как ИГИЛ, чувствуют себя в таких странах просто совершенно замечательно. Короче, по ним отбомбились, и, так я понимаю, Соединенные Штаты держат под прицелом само даже намерение возрождения исламского государства. Как раз Алджо Лани говорит о том, что он не претендует ни на какой, значит, халифат, что он претендует лишь на освобождение Сирии от режима клана Асада. При этом, даже если и Соединенные Штаты, и другие демократические страны попытаются, значит, создать искусственно режим демократии в Сирии, это, к сожалению, вполне может закончиться так же, как и попытка построить демократию в Афганистане, после чего Соединенные Штаты оттуда позорно бежали, а Талибан в 2 дня взял Кабул и все остальное, и вернул Афганистан в Средневековье. Положение там женщин просто чудовищное совершенно. И это в том числе связано с тем, что, как показывают многие теории, и теории переходного периода, и теории экономического успеха, экономических реформ в одних странах и неуспеха в других, и успеха демократизации и создания консолидированного режима, консолидированной демократии в одних странах и неудачи с играми в демократию в других странах, таких как Россия, как Белоруссия, как вся Средняя Азия и так далее, это, к сожалению, важнейший фактор – это окружение, какие страны окружают страну X. Вот Сирию окружают страны с крайне недемократическими, а с авторитарными, религиозными и так далее режимами. Иран, Ирак и так далее. И вот одна, кстати, из причин, почему Путин так ненавидел Украину и продолжает ее ненавидеть, и почему он влез в эту чудовищную войну, и уничтожает Украину даже сейчас, когда, собственно, нет никакого мотива, никакого смысла рационального превращать украинские города в no man land, в ничью землю, в разрушенную совершенно землю, заключается ровно в том, что Путин безумно боялся примера демократической Украины. Вот эти Майданы в Украине, Майдан 2004 года и Майдан 2004, значит, революции в Украине, они его безумно испугали. Как его испугало избрание Зеленского, потому что он так радовался, что вот даже после всех революций у власти в Украине находится человек, который не сумел отказаться от бизнеса в России, а тут побеждает Зеленский, хотя начиная с 2014 года вся российская пропаганда рассказывала, что в Украине нацисты, и только нацисты, и никого кроме нацистов там нет. А тут вдруг эти самые нацисты прокатывают все правые партии, тогда этот, как его, правая партия, правый фронт, или как он назывался, украинский, набрал 2%, не прошел барьер в Раду, и голосуют за еврея Зеленского. И это для Путина, конечно, был полный кошмар, потому что он же понимал, что в России, где как минимум перед войной было 15 миллионов этнических украинцев, люди внимательно смотрят за тем, что происходит в Украине. И смотрят, что, подождите, украинцы могут выбирать себе президента, а мы не можем. Украинцы могут выбирать себе парламент, а мы не можем. Да, у них там олигархи, коррупция, деньги, но у них права политические, гражданские есть, а у нас никаких. И когда
Украина еще стала заявлять о том, что она хочет получить ассоциированное, значит, членство в Европейском Союзе, и в Украине сделали безвиз, то есть украинцы могут ездить везде в Европе по шенгенской зоне без всяких виз, а россияне, значит, теперь и Шенген получить не могут. Ну, тут Путин понял, что это каюк-каюк для него, потому что а, был, конечно, пример Беларуси, но Беларусь маленькая страна, а Украина страна, пусть и по населению в 4 раза меньше России, тем не менее большая страна, и это был пример для россиян, что на самом деле можно и нужно бороться за свои политические и гражданские права, и что авторитарный режим это совсем не то, что нужно для России, для развития, как показали эти 24 года. Так вот, в этом смысле очень важно окружение, да? Потому что и люди, и режимы, и институты имеют обыкновение учиться. И учатся они в том числе примером. И вот смотрят, вот в Украине можно так было? Значит, можно было выйти на Майдан? Можно было отправить, выгнать Януковича к чертям собачьим, и он убежал, значит, в Ростов и продолжает пить горькую? Да, можно было. Это был, конечно, пример для россиян. А Путин смотрел на другой пример. Он смотрел, например, Беларусь. Он смотрел, что делает Лукашенко. Борис Немцов все время говорил. Вот он все время об этом говорил. Мы идем по стопам Лукашенко. Мне казалось, что он не прав в том смысле, что Беларусь маленькая страна. Страна, которая живет за счет дешевой российской нефти, которую Лукашенко перерабатывает и продает нефтепродукты уже в Европу. И Лукашенко долгое время играл на двух площадках, и в Евросоюзе, и в России, и сосал то одну матку, то другую, то одну матку, то другую. До этого кошмара, значит, 20, когда были, напомните мне, когда были выборы в Беларуси 2020 года, да, когда он насильственно подавил сопротивление, гражданское сопротивление, мирное гражданское сопротивление в Беларуси. Так вот, Путин смотрел на то, что делал Лукашенко, и говорил себе: ага, значит, так можно? Значит, ничего, вытерпели. И даже Евросоюз деньги подбрасывает. А где заключали Минские соглашения? Правильно, в Минске. И Меркель туда приехала. То есть, несмотря на весь авторитаризм, значит, Лукашенко того периода, ничего, вполне, так сказать, Европа с этим соглашается. То же самое происходило, кстати говоря, и в странах Латинской Америки. Да? Примерно в одно время военные хунты пришли к власти в Чили, в Уругвае и в Аргентине. Это так называемый Southern Corn. Значит, вот этот вот корзинка, южная корзинка Латинской Америки, да, и примерно в одно же время они стали обрушиваться. Вот эти примеры, это я все так вам долго говорю, потому что вот эти примеры, они очень важны. Они важны для диктаторов, они важны для гражданского общества, они важны для активистов и для политиков, которые смотрят и учатся, как можно свергать подобного, как можно бороться с жесткими режимами. Алексей Навальный бесконечно в тюрьме читал книги и политиков, успешных политиков, таких как Черчилль, и как Джон Кеннеди, и Роберт Кеннеди, и политтехнологов, как республиканцев, так и демократов, и Карла Рова, и Аксирода. Потому что он все время смотрел, как можно, вот что надо сделать, чтобы выиграть выборы, как надо строить кампанию, чтобы можно было выиграть, как сделать, когда у тебя нет доступа к средствам информации и так далее. В этом смысле примеры безумно важны. К сожалению, у Сирии таких примеров нет. И сейчас, наверное, задача очень важная для новой власти Сирии – это удержаться от очередного межсекториального, межконфессионального конфликта.
чтобы опять шииты вместе с салавитами не стали резать суннитов. Сунниты, значит, все, кто значит, трактует ислам по-другому, чем они считают правильным, и при этом, чтобы не перерезали представители, хотя там почти не осталось христиан, на самом деле. Я уж не говорю о евреях, тоже там давно уже оттуда всех вышибли. Короче, э, хочется надеяться на то, что как минимум в Сирии закончится гражданская война. Вот это важная история, чтобы она закончилась, и чтобы там сформировалось какое-то, значит, Ал-Джалани обещает, что, по-моему, через полгода будут проведены выборы. Ну, посмотрим. Не очень я понимаю, как можно в этой совершенно разрушенной стране, где миллионы и миллионы сирийцев живут разбросаны по разным странам мира, как можно успеть в такие сроки провести выборы. Но в любом случае, если Сирии и вообще сама по себе все, что я читала про эту организацию, которую возглавляет Ал-Джалани, организация совершенно авторитарная, совершенно джихадистская, такая исламистская, жесткая, и как бы никоим образом не исповедующая никакие принципы демократии. Но если удастся создать какое-то инклюзивное правительство, то есть чтобы там были представлены значит, лидеры разных ветвей ислама, и чтобы они перестали друг друга резать, а как вы знаете, внутривидовая борьба самая страшная, это будет уже серьезный шаг вперед. А, Очень любопытно, что сейчас будет делать Путин с базами. С одной стороны, Аль-Джазира и другие каналы, в том числе сирийское телевидение, которое уже находится под контролем повстанцев, показывали кадры с российских баз. Но вроде бы Ал-Джалани выставил оцепление вокруг российских баз и не позволяет их грабить. Тем не менее, то, что оттуда уже что-то выносили, показывали. Как показывали, кстати говоря, и съемку, сделанную российским офицером, значит, брошенная куча брошенных автоматов и формы сирийской армии, которые, которые руководили российские офицеры и советники. Что Путин будет делать? Уже говорили о том, что целый ряд бортов вылетел из базы. Совершенно непонятно, как это будет развиваться. Еще одна очень важная вещь, вот, которая важна, когда мы говорим о различных примерах, о том, как и автократы, и демократы, и политики и так далее берут пример друг с друга, важно сказать, что Асад-младший был абсолютно духовно близкий Путину человек. И хотя Путин всегда на все праздники, значит, бесконечно крестится, это совершенно не важно, потому что вот по страсти к коррупции и как краже всего того, что принадлежит общему благу и стране, Путин и Асад, конечно, близнецы-братья. Ну, Путин, конечно же, старший брат, и его называют одним из богатейших людей мира, кто его знает, но Асад, вот я не знаю, есть ли у нашего звукорежиссера видео, значит, повстанцы уже снимали и выкладывали в YouTube видео гаража, автомобильного гаража Асада, мама родная, каких там и какое количество машин там различных, значит, люксовых там не стоит. И дворцов у него какое-то невозможное количество. Уже сообщалось, что Асад и его окружение скупили уже 16 квартир в Москве. И что вроде бы под Питером Асад себе давно уже прикупил домик нехилый. Зарабатывал режим Асада в том числе на наркотиках. Понимаете, вот что называется, все принципиальные, все при известных обстоятельствах. Так вот, они, господи, сейчас я вам скажу, как назывался специально.
как же назывался этот наркотик? Это из семейства амфетаминов, каптагон. Каптагон. Так вот, это, так я понимаю, искусственный наркотик, таблеточки, которые и Сирия не только производила, но и была перевалочным пунктом для всего арабского мира и дальше, значит, туда, и в Турцию, и в Европу, и так далее. И это был существенный источник заработка клана Асада, наркотики. Вот такая вот история. Сейчас ну и, наконец, просто сейчас я читаю так много всяких восторгов по поводу свержения режима Асада и таких каких-то надежд на разных языках, что вот сейчас еще чуть-чуть, и Сирия станет, значит, землей свободы и процветания. Вот это вполне наивные, конечно же, рассуждения. А, Все исследования показывают, что вслед за обрушением жестких режимов, как правило, за очень плохим следует сначала плохое. То же самое будет и в России, когда, я надеюсь, перережут глотку Путину, и режим Путина падет, то на смену придет какая-нибудь хунта. Другой вопрос, что такого рода режимы, которые следуют за тоталитарными или авторитарными, диктаторскими, они недолговечны, у них нет никакой легитимности. А легитимность создается в том числе и долгим пребыванием у власти. Люди как бы принимают статус-кво за то, что, ну что ж, ничего другого быть не может. Были 50 лет алавита Асада, клан Асада, ну, значит, им и быть. Поэтому то, что приходит за ними, как правило, не имеет никакой легитимности, но это совершенно не значит, что это будут хорошие ребята. И повстанцы, как еще раз повторю, ребята отнюдь не хорошие. Во всяком случае, как здесь уже вчера в своем заявлении Байден об этом сказал, что будем все судить по делам. Поэтому что там, что пока Джалани говорит о том, что они будут всех защищать и всех принимать, но надо посмотреть, чем все это закончится. Но, безусловно, никакой демократии в ближайшее время в Сирии не будет. Дай бог, чтобы там закончилась гражданская война. Это уже было бы большим достижением. Вот такая история. Сейчас я посмотрю, да, я забыла в самом начале. Что, простите? Вот покажите, пожалуйста, да, вот это замечательное совершенно это видео гаража Асада. Это вот диктаторы всегда рассказывают, как они болеют за народ, как они любят народ. Вот так вот они и любят народ. И все они абсолютно одинаковые. Это совершенно неважно. Лукашенко, Путин, Асад. Неважно, какой они придерживаются взглядов, какой религиозной принадлежности, что они там произносят. Это они всегда одинаковы. Понимаете? У Путина, посмотрите еще раз знаменитый фильм Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике, который, по-моему, уже посмотрел 183 миллиона человек. Вот об этом же Навальный все время говорил, что коррупция – это основа этих режимов. Но они, конечно, это поразительная вещь, когда они крадут у налогоплательщиков их деньги, а потом с помощью этих же денег вбивают всякую парашу в голову налогоплательщиков, убеждая в том, что они налогоплательщики вот ровно такого Путина или такого Асада и хотят, и о таком Хаймене всю жизнь мечтали. Хотя это, как мы видим, опять же, по протестам, которые уже много лет идут, пробиваются с трудом в Иране, эти режимы могут обвалиться в любой момент, когда им подойдет время, будет внешний триггер, или, или
какие-то другие интересы, группы, кланы внутри каждой отдельной страны решат, что с них хватит, они устали кормить Асада, Хамейни, Путина, Лукашенко, далее по списку, и хотят сами покормиться у нефтяного, газового или наркотического краника. Так что это вот такая история. Сейчас, теперь сразу хочу вам сказать, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот я не далее, как вчера, проверяла. 55% тех, людей, которые смотрят постоянно этот канал, они не подписчики. И это очень неправильно, ребята, потому что продвижение канала, и в том числе возможность как-то получать хоть какую-то рекламу на канале, это возможно только когда есть достаточно широкая аудитория. К сожалению, весь YouTube живет на кликах, и тут ничего не поделаешь. Так он живет, такие у него, значит, принципы. И поэтому очень важно, чтобы вы подписывались, чтобы ставили лайки. Если вы хотите поддержать нашу работу, есть возможность, значит, для тех, кто в России, использовать Бутси, для тех, кто вне в России, Patreon. И также, насколько я понимаю, у нас каждый раз идет совершенно бесплатная для вас трансляция в Бутси, если у вас VPN не тянет, или у вас нету VPN, или вы по каким-то причинам не хотите, не хотите использовать VPN. Идите на Бутси, и вы увидите весь эфир там увидите. Пишет мне человек Л. Талхири. Черчилль за 3 дня похоронил 100 тысяч англосаксов в Дарданеллах. Молодой человек или не молодой, вы, вероятно, просто не в курсе, что это была Вторая мировая война. И весь мир, и все демократические страны, и недемократические страны хоронили сотни тысяч и миллионы. И десятки миллионов погибло. Но только столько, сколько погибло в Советском Союзе, 27, а по другим данным 29 миллионов человек, не погибло нигде. За каждого немца Сталин положил 3 советских людей. Я не говорю русских, потому что там были представители всех республик Советского Союза. Понимаете? Потому что вот так же, как Путин сейчас в Украине, 700 тысяч, вы только подумайте, за 2,5 года безвозвратные потери положил. За 10 лет войны в Афганистане безвозвратные потери 15 тысяч человек. Ну пусть что-то там, ну пусть 20 тысяч. А тут 700 тысяч, вы только подумайте об этом. 700 тысяч мужиков и женщин погибло или стало калеками. А Путин едет в больницу, где ампутантам, значит, потерявшим конечности на войне, молодым ребятам делают протезы, и опять рассказывает о том, что главное, что они боролись за суверенитет и уважение, и чтобы Россию уважали. Но это же просто слов никаких цензурных не хватает, а нецензурных я не буду произносить. Так. Так. Так, ну тут всякие тут пишут. Не очень я вижу вопросы. Ребят, тут очень много всяких соображений, заявлений. Это все, конечно, чудесно. Черчилль — это Вторая мировая, молодой человек. Так немножко выучите матчасть, а потом приходите и пишите свои комментарии. Это опять этот Эль Талхир. Пишет, что Черчилль — это Первая мировая война. Ой, ну не могу. Ну трудно. Сирия начался конец Путина, это будет не быстро. Филипп. Ну, вы знаете, я думаю, что Сирия просто показала, что у Путина нет ресурсов, что он так же, как и Иран, не может вести войну на 2 фронта. Вот. Хотя
Я не удивлюсь, если он вдруг отбомбится в Сирии по какому-нибудь городу, поскольку ему совершенно плевать, сколько он гражданских положит. И он совершенно же безнаказан пока, во всяком случае. Но Путин сейчас добьется с помощью Трампа перемирия, то есть не перемирия, а это будет прекращение огня на линии разделения. Вот. Ему нужна передышка, ему нужно, значит, чтобы бабы новых нарожали, или чтобы оттренировали новых офицеров. Ему нужны деньги, потому что расходы на Министерство обороны и силовиков 40% федерального бюджета, 33% на оборону и войну, и, собственно, непосредственно ведение войны, и остальное, значит, на силовиков. Поэтому ему как воздух необходима передышка, при этом он расскажет российскому народу с помощью своих этих болтунов и всей этой пропагандистской машины, как он одним махом всех победил, про то, что в России уже погибло и ранено 700 тысяч человек, он, конечно, не расскажет. И государственные каналы об этом не рассказывают. Об этом надо, чтобы люди знали. Понятно, что это оценочные данные. Медиазоне вместе с BBC удалось пофамильно почитать, по-моему, 83 тысячи человек. Это когда просто пофамильно установили людей. Но это понятно, что это малая часть от того, что реально это погибшие. То, что называют американцы, по-моему, погибших 170 тысяч, а остальные это калеки, которые уже вернуться на фронт не могут. Так. Ой, тут, я думаю, когда люди выбирают ники типа мастурбатора, они же демонстрируют всем окружающим свои страшные комплексы. Ну, просто ужасные комплексы. Это то, что единственное удовольствие, которое им доступно, потому что ничего другого они не могут и не способны. Просто для меня всегда это удивляет. Люди, которые так публично демонстрируют свои слабости. Я думаю, что я, честно говоря, просто э, не вижу вопросов, во всяком случае, одновременно и, значит, э, значит, и смотреть вопросы. Поэтому я думаю, что на этом мы этот эфир закончим. То, что я знала, то, что я думала, то, что меня очень интересуют все эти истории с авторитарными режимами, потому что понятно, что меня интересует, я прежде всего пытаюсь понять, как все это будет заканчиваться на родине, в России. Вот, и я сейчас об этом и пишу, и лекции читаю, поэтому а, обязательно надо будет, я буду продолжать наблюдать за тем, что происходит в Сирии, как там будет развиваться ситуация. Но на всякий случай сразу вам скажу, что на следующей неделе у нас запланирован эфир, который мы хотели делать сегодня, а именно о том, что происходит с рублем, что происходит с экономикой России, каково на самом деле реальное ее состояние. Мы не единожды на эту тему говорили, будем, конечно, говорить. Вы можете найти на канале видео дискуссии между Олегом Ицхоки, профессором Гарвардского университета, и Сергеем Гуриевым, деканом Лондонской бизнес-школы здесь, в Гарварде. Я вела этот семинар, и там есть прекрасная совершенно презентация Олега Ицхоки с разными цифрами, которые показывают, что, чего и как. Но сейчас ситуация явно совершенно развивается, быстрее даже, чем мы ожидали, так что я надеюсь, на следующей неделе мы об этом поговорим. На этом все. Еще раз повторяю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кто может и хочет, поддержите нашу работу. Всем всего самого доброго, до свидания, услышимся через неделю, пока-пока.